Вечер хаты, дороженькие, с вами Ян Калка, и на обзоре у нас Балтика. Хоть я зарекался, что не буду обозревать Балтику, но Балтика не отпускает. Сегодня целую неделю бегал в поисках новой клинички авторская, узнал, что она появилась в Короне, поехал в Корону и нашел, увидел и купил 5 сортов пива, которые почти все пил, вернее, все, наверное, пил, кроме ржаного эля. Пшеничку уже давно пил, и кто подписан на телегу, тот знает, что она выливалась. Балтика семерка экспортная у нас еще, здесь еще авторская и портер легендарный, портер, воспетый Майклом Джексоном в книге о 500 великих сортах пива мира. Так, Балтика семерка, погнали, Балтика семерка. Уже не то самое, не по тем самым рецептам, но в 0,5 бутылке алкоголя 5,4, 12,5 плотности, в составе вода, питьевая, очищенная, солод-пивоваренный, ячменный хмель, хмелепродукты, изготовлено 17.12.24. Код снова бушует, но ничего страшного. Из прикольного, помните, вот такие пробочки. Да, у нас пробочка горловая, скажем так. Ну и такая протянутая форма бутылок у всех, причем, в принципе, Оливария, но новинки свои в такую бутылку льет. Наливаем. Кот паркуром занимается, но главное сейчас не мешает мне. Так. В принципе, симпатичное пиво, средняя карбонизация для пилса, говорю, для лагера. Может быть, чуть-чуть карбона многовато, пенная шапка невысокая, в принципе, будет нестойкая, среднезернистая, ближе к крупнозернистой. Ничего нового. Нос ужасный, как был ужасный, каким ты был, таким ты и остался. Я не знаю, фишка маркетологов Балтики, даже меня заставили купить снова Балтику. Только гремели российские блогеры, кричали: наконец-то то самое Балтика. Все, то самое прошло. Народу обычному не удалось впарить дичь. Кто не смотрел на обзор того самого по тому самому рецепту, ту херню, которую они варили, ничего не менялось там. Просто навалили блогерам чуть-чуть медиючку, и дурачки распевали это то самое по тому самому рецепту 90-х годов. Это, кстати, у нас не то самое, это просто экспортное премиальное. Кстати, написано, по-моему, из отборных российских ингредиентов. 100% солода и хмеля, выращенные на Алтае. Много на Алтае, видимо, хмеля. И по носу очень плохого. У нас спирт, кислятина, как всегда. Где-то, возможно, чуть-чуть какого-то травянистого хмеля, но это не хмель, это просто трава. Ну да, затухлость, кислота, ржавчина. Узнаваемая Балтика 7. По вкусу. По вкусу лучше, кстати. Солодовая, алкашка. Да, вот с первого глоточка сразу спирт, сразу у тебя выхлоп такой, как будто я уже выпил 5-ю бутылочку пью. То есть сразу как будто перегар начинается. Почему-то это от Балтики, редко такое бывает, но у Балтики это постоянно. Где-то даже есть хмелек. Но по вкусу это пить можно. Если еще охладить, напоминаю, я дегустирую комнатной температуры. Если это охладить, это допить можно, не нюхая. Куплю я еще это? Нет. Надеюсь, нет. Могу ли рекомендовать? Нет. Я думаю, проехали с Балтикой семеркой. Все закончено. Как по тому самому, так и не по тому самому рецепту. Интересно, что все бутылки у нас сегодня, кроме банки, 0,45 банка, Балтика авторское решение, золотой эль нефильтрованный. Подписался пивовар Дмитрий Афонин. Так, добавление натурального цитрусового масла.
Напиток пивной нефильтрованный, не осветленный. Балтика авторское решение. Пастеризованное. Состав: вода питьевая, солод, пивоваренный, ячменный, светлых, хмелепродукты, ароматизатор, пищевое, лимонное масло. Алкоголь 4,8. 4,8, а плотности я не вижу. Где плотность? А где базовая плотность? А базовой плотности нету. Да, плотность они сейчас не пишут, они пишут действительный экстракт. Они начали пробовать как-то людей по-новому, по новой схеме. Здесь действительный экстракт начали писать, 4,2. Ну окей, действительный экстракт, так действительный экстракт. Это у нас эль. Давайте мы эль возьмем прям из такого бокала. Да, вот это я не пил, авторское. Нефильтрованное. Чё у нас тут? Такой бланшевый, я бы сказал бы, цвет. Мутненько, довольно насыщенно, желтенько. Также высокий карбон. Пенная шапка здесь уже, кстати, получше. Более мелкозернистая. Крупные пузыри поднимаются. Ну, такой цвет бланша. Если вот вкратце описать, что это такое. В носу это очень плохо. Со старта. Пахнет, как всегда, туалетом. Вот очень похоже на пшеничку. Такое ощущение, что здесь пшеничный солод есть. Но это так дрожжи отработали. Сладко-туалетно пахнет. Ужасно. А где тут цитрус? Зачем они добавляли его? Может, он вдалеке есть, но здесь затухлые пердежные дрожжи. Ужасные. Ужасно в носу. Ладно, пробуем на вкус. На вкусе, кстати, есть кислинка. Это точно в аромат они добавляли кислинку, ароматизатор, а не во вкус. Более-менее полнотело, кстати, даже. Сравнительно. Для сколько там? 4,2, по-моему, да? Пустенько. Пустенько. Чем-то похоже на белорусскую новинку от Коронета. Только у Коронета, наверное, чуть-чуть нос получше, чем это. Да, по плотности плюс-минус одинаково. Ну, обратно же, по вкусу лучше, чем в носу, но я не понимаю фишки этого пива. Как вот, кстати, и Коронет я не понял, нефильтрованное. Там хотелось бы больше плотности. Так и здесь плотности для нефильтрованного маловато. То есть тут... Он вообще даже элем не похоже на эль, если честно. Реально на эль не похоже. Это как будто лагерь нефильтрованный. Если это эль, то это плохо. Горчинка какая-то? Нет. Это ниже среднего. И это я тоже никогда не куплю. Но выливать не буду. То есть это не менее 2 баллов. Ну, наверное, и не более. Ладно, погнали дальше. Балтика 4. Ржаной эль. Темный. Также тут кто-то подписался. Кто у нас тут? Афоня. Нет, не Афоня. Так, Афоня, кстати, мне 3 рубля должен. Афонин, подписанный, за свою говняшку пересылает 3 рубля. Потратил деньги зря. Темный ржаной эль. Благородный эль с нотами карамели и ржаной корочки в аромате. Деликатную сладость во вкусе уравновешивает мягкая хмелевая начинка. 0,5. 0,5 объем. 5,6 алкоголя. В составе состав: вода питьевая очищенная, солод пивоваренный, ячменный, светлый карамельный, солод ржаной, хмелепродукты, алкоголя 5,6, снова нам... действенный экстракт, здесь уже 6,2, типа нам говорят, что поплотнее. Интересно, что все вот эти вот 3 новинки, ради которых я все купил, с брендированными пробками, и пробки в цвет бутылочек. За это плюс. Там, где плюс, там плюс. В общем, коричневое придется оттирать. Но брендированное. Так, эль у нас ржаной. Не очень люблю ржаное пиво, но на любителя.
Что у нас там ржаного было? Последнее. Что-то я из крафта брал и, наверное, Лицкая, да, делал ржаное. Так, имеем сильный карбон, каштановый с красным оттенком цвет. Цвет симпатичный, красивый. Мелкозернистая пенная шапка. Здесь чуть-чуть бежевая. Ну, пеночка крутая. Пеночка здесь крутая. И внешний вид в целом доставляет. Симпотно. Нос. Если пробьемся, пена хорошая, поэтому... Да, как я и сказал, если пробьемся. Тут плохого пока ничего нет, но и словить пока чуть-чуть какого-то солода карамельного. Так, вот сейчас пошло. Какие-то винные ноты. Ну, тут хотя бы пена даже на эль похожа, и аромат что-то такое элевое есть. Хлебушек. Хлебушек есть. Пробуем на вкус. Это хорошо. Это хорошо. Это похоже на эль, во-первых. Это полнотело. На мой взгляд, очень сладко. Полностью сладовый профиль. Не хватает горчинки на послевкусии. Оно бы уравновесило сладость, было бы класс. А так я понимаю, для кого это. Блин, это хорошо. Это выше среднего. Баллов так на 6. 5 точно. В носу винность чуть-чуть вот... Да, темным солодом, карамельным. Чуть-чуть, наверное, что-то пробивается сзади. Не очень хорошее, но оно еще не пробилось до конца. Есть кофейные ноты. В целом хорошо это. Я это, конечно, не буду покупать, пить, но я понимаю, кто это купит. Да. Это вот как имбирный эль, да, мы обратно же возвращаясь к белорусским напиткам. Вот это вот что-то из этого разряда, но мне кажется, что Балтика поинтереснее сделала, нежели реческая. Тоже солодовая, сладкая, но не хватает хмеля. Не хватает хмеля. Здесь тоже, кстати, не хватает хмеля. Золотой эль, ну, не знаю. В золотом эле, по-моему, должен быть хмелек все-таки. В Golden эле. А здесь его нету. Надо посмотреть, потом вставлю сколько. Ну, ощущается до десятки. В Golden эле, по-моему, там от 18, от 20 должно быть по горечи IBU. Здесь нету. Здесь тоже нету. Видимо, чувашский хмель. Ну, блин, сладенькая водичка. Кто не любит, вот советским гражданам это зайдет. Те, кто любили свежее, еще не скисшее пиво, оно все было сладким, маловыброженным. Вот оно, как бы, даже пузырек для вас. Как вы любите. В общем, это неплохо, это пока лучшее, что есть на столе, но это я это не куплю, потому что мне такое пиво не нравится. Итак, легендарный портер. Балтика 6. Темное пиво. Балтийский портер с изысканным и сложным ароматом. В насыщенном вкусе карамельная сладость переплетается с благородной горчинкой жженого солода. Экстрактивность. Наконец-то, а здесь экстрактивность. Экстрактивность начального сусла 16, алкоголя 7,0. Здесь все-таки нормально сделали. 12.02 изготовлено год срок годности. В составе вода питьевая очищенная, солод пивоваренный, ячменный, светлый, карамельный и жженый. Хмелепродукты. К составу вообще пока не к чему придраться. Брендированная также пробочка. Прям портер написано. Это плюс. Это все снова плюс. Куда мы портер? Давай сюда. Попробуем раскрыть аромат, если нам тут обещают сложности. Ну, здесь пена прям хороша. Смотрите. Мелкозернистая. Бежевая. Темно-темный янтарный цвет. Каштановый.
Тут уже без особых красных переливов. Здесь уже нету перекарбона. Обратно же пузырьки мелкие. Видно, что, наверное, газация искусственная применялась меньше, нежели в первых вариках. Ну, то есть, если вам видно, то можете посмотреть, как Балтика до сих пор, какие пузырьки толстые, как быстро бегут, и как здесь все элегантненько. По внешнему виду мне это больше всего нравится. Ну и, кстати, вот этот, да, Эль тоже был хорош, неплохо. По внешнему виду и пенка мелкозернистая. У авторского уже пена сошла, у Балтики, как ни странно, пенка держится. Орех пробился. И алкоголь пробился. То, что мне не очень нравится. Карамелька. В сторону карамели сладкая карамель и орех. Вот шоколадка с орехом. И алкашка. Спирт пробивается. Алкоголя сколько здесь? 7,0. Ну, как бы, да. Но не ужасно. Есть небольшой кофеек, и прям не самый дешевый кофеек. То есть ни 3 в одном, ни капучинка. Есть кофейная тона, чуть орешка и сладость. Пробуем на вкус. Как ни странно, это первое пиво, в котором нос лучше, чем вкус. Здесь носом, кстати, все в порядке. Да, есть немножко спиртуозности, ничего страшного. Для 7,0 это, как мне кажется, нормально. Не жуткое. Здесь в аромате, он раскрывается, здесь все хорошо. И ты ждешь насыщенного вкуса, а его нет. Он очень пустой, пустотелый. Как бы это странно ни звучало при 16,0, но либо они врут, что тут 16,0, либо что-то не то, но в принципе это неплохо. Неплохо. Спирта, послевкусие чуть горчинки, солодовый профиль абсолютно. Это нормально, но это пусто. Это уровня вот этого вот ржаного эля, тоже сладенько, только больше алкоголя. Здесь интересный нос. Мне больше даже нравится, наверное, чем ржаной эль. Здесь плотности добавить, и будет класс. Это уровень наших крынички. Это однозначно лучшая оливария портера. Здесь не сказать, что сильная сладость есть. Прям и сладости такой жуткой нет. Оно просто пустенько. Оно вылетает очень хорошо. И можно накидаться прям жестко. Есть сладковатая тона. Капелька горчинки на послевкусии. Кислинка такая, но она должна быть приятная, не отторгающая. Нет, хорошо. Если не будет в магазине Лидского или Крынички портеровской, вот это вот первое пиво, которое я рекомендую. Ну, не рекомендую, но, в принципе, рекомендую. Попробовать точно рекомендую. Это, вы не зашкваритесь, купив вот это. Вот этот портер, ему бы плотности во вкусе. Не знаю, возможно, горчинки на послевкусие, но горчинка обратно же. В СНГ странах мало кто любит горчинку. Поэтому, наверное, здесь все оставить, плотности добавить. Но сахара не добавить. То есть, чтобы не оставить недоброд, который будет сладким. Сейчас он хорош, он очень питкий. Ну, как бы молодцы. Это хорошо. Вот честно, от всей души это хорошо. Это выше среднего. И, возможно, я вот это куплю. Молодцы. Ну вот, хоть что-то я из Балтики за многие годы могу порекомендовать. Кстати, его очень давно не было в Беларуси. Очень прям давно. Пшеничка. Блин, пшеничку забыл заболтать. Просто я в прошлый раз ее вообще вылил. Я не думаю, что вы обидитесь. Или вы думаете, что нет. Будет нормальное. Ну, сейчас я его так... Сейчас мы его наберем. Ну, пенная шапка окейная.
Так, желтая пробочка. Имеем Балтика 8 пшеничные, нефильтрованные. 5,0 алкоголя, 12,5 плотности. Так, в составе вода питьевая очищенная, солод переваренный пшеничный, ячменный, светлый карамельный. Зачем карамельный? Ладно. Изготовлены 04.02.25. Не знаю, не помню, какой я. По-моему, раньше я обозревал его. Как, не обозревал, просто брал на пробу и вылил его нафиг. Но, возможно, нету варку. По внешнему виду все очень хорошо. Апельсиновый цвет. Нету перекарбона. Пенная шапка белая, высокая, средне-мелкозернистая. И, как видим, стойкая. Внешний вид, не идеальный, но то, что хочется видеть и от пшенички. Вообще питанию нема. Нет вопросов к внешнему виду. Попытаемся сейчас пробиться носом. Если в носу не пробьемся, тогда будем сначала пробовать, а потом разнюхивать. Понеслась? Но это не так плохо, как было в прошлый раз, в прошлой варке. Не знаю, или в прошлой варке, или в другой бутылке. Не помню, надо посмотреть в телеге, когда... И в инсте тоже я скидывал прям видео или фотку с толчком, когда я выливаю его. Мне кажется, что это была зима. Так что это все-таки, наверное, не та варка. Это однозначно варка получше, чем ту, которую я пробовал до этого. Солодово, сладковато есть, в принципе. Банана нет, но есть какие-то пряные оттенки. Есть кислинка такая вдалеке, видимо, она сейчас пробьется пеной, и дальше она пронесется, вот этот оттенок туалета русской пшенички, но пока он где-то далеко. Пока он не на главных, не на солирующих местах. Но в целом не отвратительно. Вы знаете, это даже не вылью. Нет, не выльется. Если это охладить, оно и не кислит. Оно средней полнотелости, хотелось бы, как всегда, под пшеничку плотнее, но это норм. Оно не кислит. Очень редко, когда российская пшеничка не кислит, а это вот именно конкретная бутылка. Я вот найду там, где я его выливал, посмотреть бы там на ней, есть ли там срок, дата розлива. Вот это лучше гораздо. То есть это можно пить. Сладенько. Просто сладенькая пшеничка. Не полнотелая, ничего, но не отвратительная, без кислоты. Нет банана, нет вот насыщенности, но это можно пить. Бля, думал, будет плохой обзор, а я тут пиво, наверное, 7 вылью, а может не вылью, не знаю, посмотрю. Вот это, наверное, вылью. Ну, это хорошо. Ну, как хорошо? Для России это более чем хорошо. Наверное, из масс-маркета это сейчас, с учетом того, как в Суздале варят какую фигню, это одно из самых приличных пшеничек из масс-маркетов, которые доезжают в Беларусь. Да, вот эта варка, запомните варку. 04.02.25. Кстати, они срок годности здесь сделали 9 месяцев, не 12. Это можно пить. Да, это лучшая пшеничка российская, которую я пью за последнее время. Без изысков, без банана. Сладенькая, чуть пряностей. Не супер полнотелая, но и не ужасно пустотелая. Нет кислоты на послевкусие, нет... Ну, чуть-чуть есть. Какой-то тон не очень хороший, но в целом это тоже выше среднего. То есть 6+. Итого, что мы имеем? Балтика. Вот эта вот 7, как была фигней, так и осталась, не покупать. Авторская, ужаснейшая, скорее всего, будет вылита. Ну, пенная шапка, кстати, в единственном, где не держится, даже у Балтики 7 держится, покрывает поверхность.
Так, ржаной эль. Ну, на любителя. Любителям сладости. Обратно же понятно, что это основа, это российский рынок. Россияне любят без хмеля, сладенько. Оно им будет заходить. В целом, кто любит ржаное, да, здесь хлебушек есть, корочка хлеба есть. И дайте портер. В общем, я понимаю, для кого они это делали. Не мой любимый там вкус и так далее, но это будут покупать. Я думаю, что это будут покупать. Это сладенько, приятно, без больших дефектов. Это хорошо, это норм. Это можно попробовать. Если вы любители ржаного, а может вы не знаете, что вы любители ржаного, попробуйте, это можно попробовать. Портер пустоват, но в целом хорош. Это, возможно, даже я попробую еще его перетестить, куплю. То есть это, наверное, единственное пиво, которое я еще раз куплю. Удивительная Балтика пшеничка, которую я до этого выливал, а сейчас неплохая варка. В очередной раз это говорит о том, что варки разнятся очень сильно. И можно где-то словить одно, второе, хранение, доставки. Поэтому я думаю, что вы в последнем видео увидели уже, кто смотрел последний шорт и не ставил баллы в конце. Я начну просто говорить ниже среднего, выше среднего, покупал бы, не покупал бы. Единственное пиво, которое я купил бы еще раз, это портер. И куплю. Пиво, которое, возможно, я купил бы, возможно, рекомендовал бы просто проверить, там, возможно, вам понравится, это вот этих два пива. Вот этих два пива я бы вам не рекомендовал бы ни за какие деньги и не советую. То есть баллы вы можете сами придумать себе. Не подписывайтесь на канал, если не собираетесь меня смотреть дальше, если вам не нравлюсь и так далее. То есть там, не надо подписываться. Просто смотрите, комментируйте обязательно. Авторитетное мнение ваше мне очень важно и интересно. Лайкайте, либо дизлайкайте. С вами был Ян Калка. До новых обзоров. Бай-бай.